Ну что, еще 3 такие сводки, включая эту, и мы с вами окажемся в 2025 году. Не за горами новогодние и рождественские праздники, время провести с семьей, но пока что давайте посмотрим, что там произошло за неделю на войне. Итак, 2 ситуации на юге Донецкой области требуют пристального внимания. Первое – это район российского наступления на поселок Великая Новоселка. В прошлых сводках я рассказывал вам, как российская армия сначала сформировала полуокружение Великой Новоселки, но затем была выбита со своих позиций в селе Новый Комар. Теперь опасная для ВСУ ситуация развилась чуть южнее, в районе сел Макаровка и Сторожевое. Они находятся по другую сторону реки Мокрые Елы относительно поселка Благодатное, который был захвачен пару недель назад. Благодаря тому, что река разделяет эти населенные пункты, немедленной опасности окружения после захвата Благодатного не было. Сейчас же украинский проект Deep State, который рисует карты линии фронта, исходя из новостей с передовой, сообщает, что российские войска пытаются прорываться со стороны села Ровнополь в сторону Нескучного и Сторожевого. И вот это грозит полным окружением украинским подразделениям в районе Макаровки. Учитывая, что это небольшой квадрат местности размером 3 на 3 километра, который к тому же с восточного края ограничен рекой, можно было бы сказать, что опасность несколько преувеличена. С такого кармашка можно уйти в считанные часы. И наверняка украинское командование все видит, не слепое же. Все же у них есть дроны и спутники. Да, но не совсем. Во-первых, многие украинские исследователи и журналисты в последний месяц особенно активно жалуются на проблемы оперативно-тактического командования, на необдуманные приказы, на удержание географических топонимов, то есть населенных пунктов, любой ценой, даже когда это не имеет особого смысла. Во-вторых, очень показательная ситуация на другом, соседнем участке фронта. Я имею в виду карман в долине реки Сухие Елы. То, как там развивалась ситуация в последнюю неделю, честно признаюсь, меня удивило. В прошлой сводке я рассказал вам, как здесь сузился коридор, то есть расстояние между противоположными российскими позициями, до 3 километров. Я еще тогда подчеркнул, что, как ни странно, карман все еще не закрыт. Та ситуация меня удивила тем, что опасность этого кармана была видна давно. И я ожидал, что вот в считанные дни мы увидим, как карман резко схлопнется, а потом постфактум узнаем, что ВСУ спокойно вышли из этих территорий, чтобы не терять личный состав. Этого не произошло на прошлой неделе. И я был удивлен, обескуражен, не понимая, с чем это связано. Затем, в середине этой недели, появилось видео из села Веселый Гай с российскими военными. И я подумал, ну все, теперь карман точно схлопнулся, потому что Веселый Гай находится прямо у реки Сухие Елы, и теперь выйти из кармана, не пересекая российские позиции, невозможно. А значит, ВСУ оттуда уже ушли, и мы просто видим схлопывание кармана. Как бы не так. Буквально на следующий день появилось видео из села Елизаветовка, которое находится заметно восточнее Веселого Гая. Это вот прям совсем максимально глубоко в кармане. На этом видео мы видим 2 украинских военных, которые передвигаются по селу и наталкиваются на российские позиции. В бою 2 этих украинских военных погибли. Лично у меня возникает вопрос, что они вообще там делали? Я про опасность этого кармана уже недели 3 твержу, если не больше. В тех критических материалах от украинских исследователей и журналистов, которые я изучил на этой неделе, упоминалось вранье в докладах местных командиров вышестоящему командованию. Якобы сложность ситуации на местах утаивается от руководства. Что по-прежнему слышать в конце 2024 года довольно-таки странно. Любой человек с доступом к интернету может зайти на один из множества исследовательских проектов и посмотреть, где плюс-минус реально проходит линия фронта и какова обстановка там. Видимо, привычка наглухо игнорировать людей, которые, выражаясь языком комментаторов, даже в армии не служили, важнее всего остального. Потреблять информацию только из докладов и папочек настолько важно, что ради этого готовы жертвовать жизнями своих солдат. И вот пока я готовил эту сводку, карта линии фронта обновилась. И теперь под уверенным российским контролем вся территория кармана вплоть до села Ановка. Я думаю, уж теперь-то мы можем сказать, что все, карман в долине реки Сухие Елы схлопнулся. Или нам завтра опять ожидать видео из той же Ановки с участием украинских солдат? Знаете, с каждым годом я убеждаюсь, насколько стереотипы, популизм и необходимость чувствовать себя причастным к особой касте убивает профессионализм военного командования. Это не какая-то особая черта одной страны. Это характерно в том или ином масштабе для всего мира, в том числе развитых западных стран. Я неделю назад написал в своем твиттере, что вот то, что мы видели в Сирии в те дни, это и есть крушение фронта. Прорыв обороны, выход на оперативный простор.
и что в Украине, несмотря на многие алармистские заголовки, ничего подобного не было, и угрозы такого не видно. Так в итоге нашлись придурки, которые начали писать мне сообщения в духе: «Да как ты смеешь сравнивать настоящую армию с кучкой бармалеев на джипах?» Видно, что люди воспитаны поп-культурой, голливудскими боевиками, где боевики радикальных группировок действительно представлены именно таким карикатурным образом. Людям, которые о военном потенциале тех или иных группировок судят по художественному кино, сложно представить, как у террористической группировки может быть свой, оснащенный современным оборудованием, спецназ, действующий в ночи. Они не могут представить, как у них могут быть свои танки и артиллерия, как боевики-исламисты могут разработать и успешно начать применять свою крылатую ракету. И я, кстати, не шучу. Они действительно сделали это. Такую зашоренность зрения надо ломать через колено, чтобы не повторять ошибки Асада, чья армия при начале наступления бармалеев на джипах поставила такие рекорды скорости бега, которым позавидовали бы олимпийские чемпионы. Про Сирию мы сегодня еще немножечко поговорим, а пока давайте вернемся на украинский фронт. Самые заметные продвижения на линии фронта за эту неделю коснулись Покровского направления. Напомню, что город Покровск – логистически очень важный город для снабжения украинских сил в Донецкой области. Он находится на трассе Е-50, также известной как автодорога М-30, идущая из центральной части Украины в Донецкую область. Также Покровск является крупным железнодорожным узлом, что еще важнее, поскольку железная дорога – это, грубо говоря, артерии войны. Главные объемы поставок снабжения идут как раз-таки через железные дороги. Потенциальный захват Покровска не обрушит фронт, но серьезно осложнит снабжение, поскольку придется переделать логистику из расчета на другие ключевые транспортные узлы, такие как Константиновка и Краматорск. К самому городу Покровск российские войска уже давно продвигаются вдоль железнодорожной ветки, идущей с стороны города Селидово вдоль сел Петровка, Пустынка, Желтая, Новый Труд и Шевченко. И вот за Шевченко сейчас разворачиваются особо тяжелые бои, ведь всего в 3,5 километрах от него уже начинаются окраины Покровска. Одновременно российская армия укрепляет фланги этого наступления, наступая на запад широким фронтом от Новотроицкого до Пушкина, а также на юг, где российская армия захватила села Заря и Солнцевка. В Курской области российские подразделения смогли освободить село Плехово. Оно находится около российско-украинской границы в юго-восточной части украинского плацдарма. Вокруг событий, связанных с Плехово, ходили слухи, будто бы именно там впервые поучаствовали в боях северокорейские солдаты. Но на самом деле эти слухи появились из-за внутрицеховых разборок пророссийских военкоров. Администратор одного из крупных околовоенных пророссийских пабликов был недоволен тем, что пророссийские военкоры Романов и Котенок не раз выносили в паблик его инсайды из закрытого чата. Этот администратор решил подставить Романова и Котенка, вбросив в чат дезинформацию, будто бы Плехово освободили силами северокорейских солдат. В итоге провокация сработала, и эти военкоры действительно публиковали такие заявления. И вот отсюда и пошел слух, будто бы вот теперь действительно солдаты КНДР поучаствовали в боях и даже освободили один поселок. В действительности бои за этот населенный пункт вела 810-я бригада морской пехоты. В начале недели Служба безопасности Украины опубликовала кадры атаки украинских безэкипажных катеров по району Керченской бухты. Сама атака произошла еще в конце прошлой недели. И поначалу я думал, что может так пробует атаковать Крымский мост, отрабатывают варианты преодоления его защиты. Но, судя по заявлениям и кадрам от СБУ, цель атаки была в отработке новых вариантов применения оружия. В мае мы видели кадры безэкипажных катеров, на которых была установлена ракета класса «Воздух-воздух» Р-73. Подразумевалось, что с помощью нее такие катера будут сбивать российские вертолеты и самолеты, защищающие Крымский мост и другие морские объекты. Ни одного кадра, собственно, применения этих ракет с катеров мы тогда так и не увидели. В этот раз на катера установили крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей. По крайней мере, так об этом говорит СБУ. И на видео мы действительно видим, как из этих пулеметов открывают огонь по российским вертолетам, а также катерам. По продемонстрированным кадрам невозможно оценить успешность применения такого оружия. Однако, заявляется, что на бортах вертолетов есть раненые и убитые. А сами вертолеты теперь нуждаются в капитальном ремонте. Некрологи на членов экипажа вертолетов с тех пор не появлялись, так что независимо подтвердить результативность этой атаки мы не можем. Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки результатов украинского удара по позициям комплекса противовоздушной обороны С-400 в районе Симферополя. На снимках мы видим два заметных кратера.
вкупе с видеозаписями поднимавшихся с того района клубов белого дыма в день атаки, это дает нам возможность утверждать, что машины комплекса С-400 действительно были уничтожены. А учитывая белый дым, который характерен для горения смесевого твердого ракетного топлива, очевидно, что сгорели и зенитные ракеты комплекса. К слову, я помню, как еще во времена Карабаха многие журналисты удивлялись, что мы можем по цвету дыма определять тип оружия. Но в этом нет ничего такого. Смесевое твердое ракетное топливо при горении выделяет белый и серый дым. Оно используется в современных зенитных ракетах, то есть ракетах комплекса противовоздушной обороны, а также в баллистическом, то есть не крылатом, Искандере, а также Кинжале, Хаймерсе, установках «Смерч» и «Точка». Двухосновное твердое ракетное топливо дает прозрачный желтоватый дым. Вы можете увидеть его при работе таких установок, как «Град», «Ураган», ну и при работе некоторых устаревших зенитных ракет, например, комплекса С-200. Горящие нефтепродукты дают черный дым. Вы хорошо это знаете по многочисленным кадрам горящих российских нефтебаз. Но также можете увидеть такой дым от горящих крылатых ракет, в том числе крылатого «Искандера», от мест крушения сбитых самолетов и вертолетов. Вот и все. Нет никакой магии. Щепотка химии и даже маглы по цвету дыма смогут различать типы боеприпасов. В середине недели ракетами «Атакамс» был атакован аэродром и авиабаза с казармами в Таганроге. Минобороны России, как всегда, заявляет, что все было отбито и подавлено. Атака неуспешная. Но источники издания «Астра» утверждают, что в результате атаки один военный погиб, еще 41 был ранен. Военное ведомство России также заявило, что всего было использовано 6 ракет «Атакамс». 2 из них якобы были сбиты комплексами ПВО «Панцер», а остальные будто бы отклонились под действием российских глушилок. И вот последнее заявление вызывает особо большие сомнения. За все время ведения войны мы ни разу не встречали, чтобы глушилки оказывали воздействие на ракеты «Атакамс». Все-таки у них помимо GPS есть хорошая инерциальная система наведения. Поэтому я к заявлению про отклонение ракет из-за глушилок отношусь с большим скепсисом. И тут внезапно Пентагон заявил, что в ближайшее время Россия снова собирается применить «Орешник». Ну что я могу тут сказать? Умом Россию не понять. Какой смысл в повторной демонстрации? Я не знаю, теряюсь в догадках. Я снова утверждаю, что никакого военного смысла в применении неядерного «Орешника» нету. Ущерб от него незначительный. А для вселения страха в западных чиновников, по идее, было достаточно и первого применения. К слову, в этот раз никакого закрытия посольств в Киеве мы не видим. Во вторник российские силы нанесли ракетный удар по зданию частной клиники в городе Запорожье. Сейчас известно об 11 погибших и 22 раненых в результате этого удара. Помните, как я ранее во фронтовой части разошелся по поводу зашоренности зрения военных чиновников, их категорического неприятия какой-либо информации, приходящей извне? Так вот, пострадавшая при ударе клиника в Запорожье располагалась в здании давным-давно обанкротившегося завода «Гамма», который изготавливал радиоэлектронную продукцию для космической, авиационной и атомной промышленности. Я не удивлюсь, если однажды в будущем мы узнаем, что при выборе целей российские военные руководствовались данными времен Советского Союза, без малейшей попытки хоть как-то перепроверить и актуализировать информацию. Тем самым они проявляли преступную халатность. Я не исключаю и варианта целенаправленного удара именно по больнице. Именно таких примеров с февраля 2022 года мы видели много по всей территории Украины. Итак, что там с Сирией? Сейчас есть и качественные спутниковые снимки, и кадры с земли, на которых мы видим, как российские военные, скажем так, пакуют свои вещички на базах в Сирии, собираются уезжать. На авиабазе Хмеймим замечены крупные военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» и Ил-76. Главный вопрос для меня здесь – уйдут ли они полностью? Или это пока просто сокращение масштаба этих баз? Учитывая, что режим Асада пал, и у российских военных больше нет возможности свободно перемещаться по Сирии, бомбить любые мирные города, то и такого количества техники и военных уже и не нужно на этих базах. Особенно если хочется сохранить эти базы исключительно для целей снабжения и логистики. Представители сирийских группировок на неофициальном уровне заявляют журналистам, что россияне уходят именно полностью. А одна из российских пропагандисток, Анастасия Кашеварова, ссылаясь на некие свои источники, говорит, что России дали 75 суток на вывод своих баз. Что, в принципе, как раз плюс-минус адекватный срок для вывоза всей техники и персонала. Все-таки за неделю такое не утащишь. В то время российские же официальные лица, представители Министерства иностранных дел России,
Говорят, что ведут переговоры с представителями новых властей Сирии. Рассчитывают базы все же сохранить. Как российский гражданин скажу, что потеря этих баз для нас – благо. Никакой реальной борьбы с терроризмом российские военные в Сирии и в целом на Ближнем Востоке не занимались. Наоборот, укрепляя диктатуру и тиранию Асада, они создавали благодатную почву для расцвета радикальных группировок. Что сейчас Россия, кстати, повторяет, наступая на те же грабли в Афганистане. Присутствие России на Ближнем Востоке и в Северной Африке нужно было Путину вовсе не для того, чтобы как-то обезопасить население России. Наоборот, во времена разгара российской операции в Сирии количество терактов в России резко выросло. Не дает нам вся эта географическая экспансия и какого-то экономического роста. Вспомните, как Путин направо и налево раздавал обещания восстанавливать те же сирийские города. Например, Тадбар и Пальмиру. За наш с вами счет, за счет наших налогов. Весь смысл этой географической экспансии исключительно в том, чтобы противостоять Америке. Утрированно говоря, воспринимайте нас как равных, договаривайтесь с нами, иначе мы будем помогать плохим парням, которые будут нападать на вас. Вы уверены, что именно такого рода влиянием мы хотим вписать себя в историю? Через поддержку самых жестоких, кровавых диктаторских режимов. Я могу вам часами рассказывать о том, какую жесть творил режим Асада со своим населением. И не у каждого из вас психика выдержит такой поток жести. Хотите буквально чуть-чуть приоткрыть завесу и посмотреть на весь тот ужас, который творил друг Путина на Ближнем Востоке? Посмотрите, например, ролик про тюрьму Саедная на канале Варламова. Эту тюрьму сейчас сравнивают с практиками концлагерей времен Третьего рейха. И не случайно. История Саедной могла закончиться еще в 2015 году, когда режим Асада был близок к падению. Но его спас Путин. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в предпоследней сводке в этом году через неделю. До встречи и пока.